Меня зовут Евгений Будаев. В этом видео поговорим, что такое React, какие проблемы он решает и почему React настолько стал популярным. Использование нативного JavaScript jQuery для крупных приложений очень трудоемко. Многие компании искали решение проблемы масштабирования, и одной из них была команда Facebook. В 2013 году Facebook представил исходный код React библиотеки. Библиотека, в отличие от фреймворка, не накладывает ограничений на архитектуру приложений и предоставляет свободу выбора. То есть мы, как разработчики, сами решаем, какую библиотеку использовать вместе с React. Допустим, для роутинга React Router DOM мы можем установить, для валидации, управления состоянием, взаимодействием с сервером и так далее. То есть React можно применять практически в любых условиях и усложнять стек технологий, только если это нужно для функциональности нашего приложения. Поддержка кода на React выглядит несложной задачей даже для новичка, тогда как для масштабирования приложений на фреймворках потребуется провести значительное количество времени и углубленное чтение документации. Вот именно декларативный подход к разработке пользовательских интерфейсов сделал библиотеку React таким удобным и популярным инструментом. То есть React был разработан, чтобы упростить создание, еще раз, пользовательских интерфейсов. И на текущий 2022 год React является одной из самых популярных библиотек для фронтенд разработки. Ну и количество вакансий по React значительно больше, чем на других библиотеках или фреймворках. Значит, какие конкурентные преимущества можно выделить у React? Это первое, это JSX. Это расширение языка JavaScript. С помощью Babel он преобразуется в стандартный JavaScript. Синтаксис JSX походит на язык шаблонов. Как видите, вот здесь это div, да, всем нам привычный HTML. И наделен этот синтаксис всеми возможностями JavaScript. JSX позволяет создавать гибкие шаблоны и описывать все возможные состояния интерфейсов. Второй ключевой момент React — тот алгоритм внутри себя, который знает, какие части приложения нужно обновить. То есть реальные приложения порой состоят из десятков, тысяч элементов, и в случае изменения элемента на каком-то верхнем уровне все его потомки будут перерисованы. Браузеры устроены так, что манипуляции с деревом — это весьма трудозатратный процесс для пользовательских устройств. При этом нагрузка на процессор, оперативную память значительно возрастает. Так вот, почему React такой быстрый? Все дело в хитрых механизмах оптимизации внутри библиотеки и Virtual DOM. React стремится изменять только тот кусок разметки, который нужно, и не трогать при этом остальной DOM. Virtual DOM — это древовидная структура объектов, и React использует эту структуру данных для двух целей. То есть на ее основе строятся и вставляются на страницу реальные DOM-элементы, а также вызывается рендер компонентов. В результате рендера компонентов это дерево, а с ним и реальный DOM обрастают дополнительными ветвями, структура которых была описана в компонентах. React хранит виртуальную копию текущей структуры DOM, и при последующих рендерах обновленная структура поэлементно сравнивается с последней сохраненной копией. Это позволяет React определять нужное количество изменений и применять их в реальном DOM. Немножко, может быть, упрощу. Вот давайте просто представим, что вот здесь какая-то есть кнопка, и вот этот текст, он по нажатию на кнопку становится жирным цветом. Так вот, сама концепция в чем у нас состоит, что виртуальный DOM, по сути, это реальная копия DOM дерева. И когда мы нажимаем на кнопку, у нас есть наше текущее состояние виртуального дома. После того, как мы нажали на кнопку, текст именно вот здесь стал таким жирным цветом.
И React сравнивает как бы текущее состояние виртуального дома, а после нажатия текущее состояние у нас текст стал жирным, с предыдущим состоянием. И полностью перерисовывает виртуальный дом дерева. И после того, как он перерисовал виртуальный дом дерева, он начинает сравнивать с настоящим дом деревом. Но делает это таким образом, что меняет в настоящем дом дереве только вот этот элемент. Он не перерисовывает все дом дерева, а только меняет какие-то ключевые вот эти вещи, где именно конкретно мы что-то поменяли. И вот за счет вот этого, вот точечных изменений, React работает очень и очень быстро. Третьей ключевой особенностью React это в том, что React можно использовать не только для десктоп-приложений, но можно использовать для написания Android и iOS приложений, да, с использованием React Native. Несколько раз я упомянул про компоненты. И что же такое компонент? Компонент является главным строительным блоком в React-приложении. Вот так же, как и в JavaScript разбивается код на функции, также и React разбивает код на компоненты. То есть компонент — это независимый UI-блок пользовательского интерфейса. К примеру, вот эта кнопка — это независимый блок интерфейса, который мы можем переиспользовать в разных частях нашего приложения. То есть вот здесь кнопка, да, и, наверное, вот еще кнопка. Видите, начать работу. Мы ее переиспользуем. И вот React построен вокруг идеи вот этих UI-компонентов. Какие здесь, давайте еще выделим какие-то. Вот есть кнопка, да, у нас UI-компонент. У нас может быть компонент header. А внутри компонента header может быть компонент навигации, вот этот. Внутри компонента навигации может быть компонент поиска. Вот это ссылки тоже могут быть какими-то отдельными компонентами. Компонент там about, да, какая-то компонент секция, а внутри могут быть компонент карточка. И вот эта карточка, видите, у нас она повторяется, переиспользуется. И вот ключевые особенности React компонента, давайте мы их выделим. Это, то есть самостоятельная часть приложения, содержит какую-то часть логики, описывает свой собственный код и можно переиспользовать в приложении. И вот теперь, имея представление, что такое React, мы можем перейти к установке окружения и созданию первого нашего приложения на локальной машине в следующем видео.